Друзья, всем привет! Приветствую всех на нашем канале. Напомню, наш канал посвящен водяному охлаждению ASIC оборудования и внедрению этого оборудования в системы отопления и другие полезные системы. И сегодня предлагаю немножко позаниматься теорией, так как много вопросов поступает от наших заказчиков, как правильно организовать систему электрической автоматики и не спалить ASIC, если вы перевели его на водоблоки. Напомню, что мы можем для вас скомплектовать и поставить не только водоблоки, но и систему уже готовую автоматики. То есть это будет такой шкаф небольшой электрический, где уже будет все подключено и собрано. Вот, вы можете заказывать у нас смело данную продукцию. Но многие ребята хотят сами разбираться досконально в автоматике, да, либо сами хотят скомплектовать этот шкаф, как им будет удобно, да, потому что есть несколько вариантов организации данной автоматики. Вот. И в связи с этим решил заснять такое видео, где подробно хочу разобрать, как мы это все подключаем. И, в принципе, изучив этот материал, вы сможете спокойно сами сделать себе шкаф автоматики для ASIC. Никакого секрета здесь нету. Так, поехали. Подготовили мы такой слайд. Что нам для этого нужно, да, чтобы скомплектовать и подключить правильно нашу автоматику? Ну, в первую очередь шкаф, мы его здесь не рисуем, но обычный шкафчик такой на 1 рейку покупаете, можно пластиковый. Значит, вводной автомат. Номинал смотрите в зависимости от вашей нагрузки, от вашего ASIC и степени разгона вашего ASIC. Значит, контактор, да, контактор. Мы вот берем вот такие контакторы с ручным управлением. В нашей схеме необходим контактор именно с ручным управлением. Я дальше расскажу почему. Термореле. Берем мы вот такое термореле. Для примера это RT820M термореле. Это не реклама, как говорится. Мы просто используем такие. Есть и аналогичные устройства других производителей. Нулевая клемма, да. Также клемма заземления понадобится, чтобы завести заземление. Но здесь, чтобы не загромождать, как говорится, схему, мы заземление уже не рисуем. Просто понимаем, что заземление есть. Рекомендую всем делать подключение ASIC с заземлением. Это может спасти ваше оборудование и сделать его работу более стабильным. Да. И сам ASIC, понятно, розетка. Да, тут я нарисовал такую силовую розетку. Кстати, мы свои ASIC переделываем, удаляем стандартные вилки розетки и ставим туда силовые нормальные розетки, чтобы не было нигде подгораний, чтобы точно, то есть выдержал наш ASIC тот ток, который мы ему, как говорится, даем. Поехали по порядочку, да, то есть выглядит все как-то, может быть, страшновато, но на самом деле ничего сложного нету. То есть мы в наш автомат, понятно, заводим фазовый нулевой провод, да, то есть синий у нас будет это 0, красный это фаза, да, в наших обозначениях. Нулевой сразу мы кидаем на нулевую клемму, да, и от нее потом мы все нули будем брать, которые нам нужны. Вот. А фазовый провод с автомата мы заводим на соответствующий контакт контактора. Давайте рассмотрим поближе контактор, да, для тех, кто не очень хорошо знаком с данным устройством. В 2 словах объясню. Контактор имеет, значит, управляющие контакты. В данном случае это 1, А2. То есть это контакты, которые управляют нашим контактором, да, то есть мы подаем напряжение на эти контакты и, соответственно, у нас происходит замыкание либо размыкание контакта. А также рабочие контакты, в данном случае это L1, T1 и есть еще дублирующий L2, T2. Да, но, в принципе, достаточно будет одного использовать L1, T1. То есть, обратите внимание, есть такая у нас схемка на самом контакторе. Она говорит о том, что данные контакты нормально разомкнуты. То есть, если у нас отсутствует сигнал на управляющих А1, А2, то контакт
L1, T1 у нас разомкнутый будет. То есть, вот. Соответственно, мы от автомата кидаем фазу на L1 контакт, да, и отсюда же получается с другой как бы стороны этого контакта T1, да, у нас уже выходит фаза на наш асик, соответственно, и, ну, и, соответственно, 0 мы берем с нулевой клеммы, заземление мы тоже берем на асик обязательно. Вот, таким образом мы запитали наш асик от контактора. Теперь нам необходимо определиться, что будет управлять нашим контактором, да. Управлять нашим контактором будет термореле. Мы, значит, фазу подключаем на контакт А1 и тянем ее к термореле, к соответствующему контакту. А на контакт А2, на второй управляющий контакт, мы подключаем 0 от нулевой клеммы. Вот, соответственно, по контактору, ну и также мы от контактора, от выхода T1 запитываем наше термореле. Сейчас подробно объясню, почему так. А пока что давайте посмотрим на термореле поближе, да, увидим, что здесь у нас идет 8 контактов. И есть такая у нас схемка термореле, которая показывает, какие контакты за что отвечают. Первый контакт у нас идет, как бы подключается нагрузка к нему, то есть второй контакт подключается фаза, именно запитывается, да. Третий контакт у нас тоже фаза подключается, четвертый у нас подключается 0. Пятый, шестой подключаются термодатчики. Ну и седьмой, восьмой это у нас звуковая, световая сигнализация. Можете пользоваться этой схемкой, если забудете, где какие контакты у вас на термореле. Ну, это конкретно на RT820M, может быть, на других смотрите свои схемы. Ну, плюс-минус, я так понимаю, они все одинаковые, эти термореле. Вот, соответственно, мы, получается, на первый контакт, здесь вот подписано у нас на схемке, подключаем А1, соединяем контактор с первым контактом термореле, который находится слева вверху, да. А второй контакт термореле, второй контакт, да, который между собой срабатывают в зависимости от термодатчика, мы подключаем на выход контактора. Ну, 0 мы подключаем, как по схеме, на, соответственно, четвертый контакт. И термодатчик на контакты 5-6 мы подключаем термодатчик. Он идет в комплекте с термореле. И устанавливаем термодатчик в соответствующее отверстие на водоблоке, которое мы заранее делаем, ну, когда поставляем наши водоблоки. Вот, и теперь давайте, наверное, как-то непонятно получилось, да, ну, тут больше я объяснял, как, что, куда подключать, а теперь мы поговорим, как это все работает и почему мы подключили все именно так. Работает, значит, данная у нас конструкция следующим образом. Ну, во-первых, вот обещал рассказать, почему у нас контактор с ручным управлением. Потому что он имеет, значит, у нас 3 режима, да, то есть это принудительно включен, автоматический режим и выключен. Вот, соответственно, у нас получается такая система как бы немножко круговая. То есть у нас, значит, термореле запитано от контактора, да, а управление контактора происходит от термореле. То есть вот закольцовочка такая произошла. Зачем это нужно? Объясняю. Смотрите, вот вы это все собрали, подключили асик. Все, то есть у вас, ну, если, значит, положение контактора, вот этого ручки управления стоит в режиме авто, или, ну, выключено, понятно, да, в режиме авто, у вас ничего не произойдет, у вас будет все выключено, потому что у вас не будет запитано термореле по умолчанию, да, а термореле, соответственно, не будет давать сигнал на контактор, и у вас будет все выключено. Чтобы вам запустить асик, вам нужно принудительно включить контактор. То есть вы перемещаете ручку управления контактора на выкол, ну, вверх, то есть тянете ее и задержите ее там на несколько секунд. После того, как вы включите контактор принудительно, что у вас произойдет? Запитается у вас принудительно термореле от контактора, да,
термореле начнет работать. Ну, соответственно, там термореле надо будет настроить, да, на температуру отсечки, да, то есть петлю гистерезиса настроить. Ну, это все есть в инструкции. Если будут вопросы, пишите, отдельно засниму видео по настройке термореле. Ну, пока что не будем в это углубляться, я думаю, там разберетесь, ничего сложного нет. То есть у нас начинает работать термореле, оно срабатывает, ну, так как ASIC холодный еще, да, соответственно, ниже, чем температура отсечки, ASIC к термореле срабатывает, оно подает управляющий сигнал у нас через контакт 1 на А1, да, и мы в этом случае уже этот контактор можем переводить в автоматический режим. То есть он либо сам отщелкивается в автоматический режим, либо, ну, бывает иногда зависает, надо его, ну, руками опустить вот этот вот ползунок в средний режим авто. Вот. После этого у нас все запустилось и работает в автоматическом режиме. Да? Значит, происходит постепенный нагрев водоблока до какой-то температуры. И если эта температура превышает ту, которую мы установили на термореле, да, допустим, мы установили 50 градусов, вот как здесь на рисунке, ну, и у нас вот идет нагрев. Если у нас недостаточно идет охлаждение воды, то у нас идет 49, 50, все, 50 там градусов и 1/10 происходит срабатывание термореле. Термореле у нас размыкается, то есть контакт между вторым и первым контактом у нас происходит размыкание, соответственно, управляющего сигнала на контактор нету, и контактор у нас тоже отключается. И, соответственно, отключается контактор, отключается у нас ASIC, да, и отключается у нас тоже термореле одновременно. Почему сделано так, ребят? Вы будете сейчас спрашивать, я уверен, в комментариях писать, да, вот почему именно так, почему нельзя было сделать по-другому. Можно сделать по-другому, и я думаю, мы рассмотрим другие варианты подключения в следующих наших видео, либо пишите комментарии, как вы хотите, ну, как вы бы сделали, да, допустим, данную схему. Ну, я вижу преимущество в этой схеме непосредственно из-за того, что если у вас произошел перегрев, да, на ASIC, если у вас, ну, температура превысила предельно какую-то допустимую, выставленную вами же, ну, значит, что-то пошло, скорее всего, не так, да, значит, ну, где-то у вас проблемы с охлаждением, может, не дай бог, где-то завоздушилась, потекла вода, может, где-то или еще что-то такое, да, и в этом случае, ну, в плане безопасности, пожаробезопасности, как говорится, и сохранности вашего оборудования, лучше, чтобы вся ваша система отключилась, и потом даже при остывании как бы водоблоков, да, чтобы она заново не включалась без вашего вмешательства. То есть если у вас произошел, ну, отбило по температуре, как говорится, вы должны прийти, ну, все перепроверить, там, посмотреть, может быть, найти причину вашего перегрева, да, и все-таки устранить это все дело, там, или убедиться, что все в порядке, у вас все целое, включить и дальше майнить, да, вот, соответственно, включение происходит так же, как я вам описывал изначально, то есть у вас отбило, вы пришли, включили опять в принудительный режим контактор на единичку, поставили его, ну, подержали там несколько секунд, пока загрузится, сработает, щелкнет термореле, да, ну, соответственно, вы должны понимать, что у вас температура, ну, должна упасть там на термодатчике, чтобы термореле заработало, это выставляется петлей гистерезиса, тоже настраивается, насколько она должна опуститься, чтобы у вас все сработало. Вот, у вас щелкнуло термореле, вы опять перевели в режим авто этот ползунок, если он сам туда не перескочил. И все, и вы дальше майните опять до следующего перегрева. Вот. Ну, мы считаем, что такая схема, она наиболее безопасная, поэтому мы собираем нашу автоматику именно по такой схеме. То есть произошел перегрев, пришли, включили вручную, дальше начали майнить. Вот. Но возможны и другие варианты, как говорится, да, то есть можно сделать по-другому. Можно сделать так, чтобы у вас произошел перегрев, потом, значит, ASIC остыл, и он сам включился и продолжил майнить. То есть, да, и, соответственно, так по кругу. Ну, плюс в этой схеме, конечно, что не нужно вмешательство, да, вы можете оставить там оборудование и куда-то там уехать, если вы уверены, как говорится, в безопасности, и вам не нужно будет каждый раз вручную его включать в случае чего. Ну, минус, опять же, в плане того, что если что-то вышло из строя и
желательно как бы оборудование отключить, а оно у вас будет все равно само включаться. И если будет такой систематический перегрев у вас, то у вас будет происходить постоянно эти циклы. То есть он включится, нагреется, выключится, потом опять включится, потом опять выключится. Ну, то есть, соответственно, если какие-то неисправности серьезные, то это может привести в конечном счете к поломке. Ну вот, ребят, вот такая вот схемка. Прошу с ней ознакомиться, особенно вот кто у нас спрашивал, кто заказывал водоблоки и очень интересовался автоматикой. Смотрите, собирайте, пользуйтесь. Если будут какие-то вопросы, пишите в комментариях. Ну, если не хотите в этом всем разбираться, заказывайте у нас данную автоматику. Мы вам ее скомплектуем, соберем и отправим. Вам останется только включить в розетку, как говорится. Подписывайтесь на нашу группу в Telegram, заходите на наш сайт, пишите в личку для того, чтобы заказывать водоблоки. Также приглашаем к сотрудничеству сервис-центры по ремонту асиков и застройщиков, особенно в части отопления, фирмы, компании. Ребята, кто занимается отоплением, подключайтесь, присоединяйтесь. Очень выгодные электрокотлы можно сделать на основе ASIC майнеров. Спасибо всем за внимание. Всем пока. До новых встреч.